Здравствуйте, друзья! Ну что ж, у нас с вами уже освоен огромный пласт информации по анатомии, по реабилитации, по такой функциональной патологии, и мы с вами двигаемся дальше. Сегодня мы будем разбирать мышцы голени. Так же, как и с мышцами предплечья, здесь, скажем так, топографически не очень простая ситуация. На голени у нас есть мышцы, которые непосредственно отвечают за движение в голеностопном суставе, но также есть мышцы, которые отвечают за движение пальцев. Поэтому я, наверное, сейчас разобью эти несколько видео таким образом, что в сегодняшнем видео мы разберем с вами те мышцы, которые отвечают за движение в голеностопном суставе. Ну и также, разумеется, практическая часть у нас будет посвящена движениям в голеностопном суставе. А следующее видео, уже последнее в этой большой серии, у нас будет посвящено тем мышцам, которые все-таки отвечают за движение пальцев стопы и вообще за состояние стопы. Потому что многие жалуются, многие страдают от спазма мышц стопы, скованности, скрученности стопы. Поэтому в следующем видео будем разбирать подробно стопу. Ну что ж, давайте начинать с тех мышц на голени, которые отвечают за движение в голеностопном суставе. Приступаем. Итак, мышцы голени. Начнем мы, наверное, с вами с передней поверхности голени, с очень важной мышцы, которая нужна всем практически без исключения при парезах ноги. Это передняя большеберцовая мышца. Передняя большеберцовая мышца, ее важная функция – это тыльное сгибание в голеностопном суставе. То есть вот этот отвисший носок, цепляющий за пол при ходьбе, это и есть парез этой мышцы. Как правило, эта мышца не является и не участвует в формировании каких-то тугоподвижностей. Она просто всегда растянута, она атонична, она атрофична. И вот восстановление этой мышцы – важная часть реабилитационного процесса при обучении пациенту ходьбе. Итак, давайте посмотрим ее анатомию, места ее прикрепления. Верхняя ее часть – это у нас верхняя треть голени, плотное такое, крепкое, хорошее прилегание к костному ложу. То есть здесь все плотненько, все хорошо. А нижняя ее часть уходит, как мы видим, в область стопы, в область костей стопы. То есть она как бы по диагональке с наружного верхнего края на внутреннюю часть стопы уходит своим сухожилием и крепится здесь, если посмотреть, достаточно так слабенько, тоненько по большому счету, но так как она не участвует, слава богу, в образовании контрактур зачастую, то здесь мы не боимся ее травмировать при разработке. Наша основная задача ее просто тонизировать, заставить ее работать, и благодаря этому мы получаем нормальный шаг, как это принято, с пятки на носок. Вот таким образом. Много мы говорили в предыдущих разных видео про отвисший носок, про правильный шаг, про ортезы при отвисшей стопе. Все это есть, все это нужно использовать в реабилитации. И опять же, также много средств воздействия. Так как эта мышца лежит у нас на поверхности, она лежит вдоль, грубо говоря,
гребня большеберцовой кости, то мы до нее легко можем добраться. Поэтому мы ее можем и массировать, мы ее можем и тейпировать, мы можем на нее напрямую воздействовать при помощи электронейростимуляции. То есть все в наших руках. То есть все манипуляции реабилитационные можно применить к этой мышце. Она на поверхности, мы можем непосредственно воздействовать на нее. Плюс она как бы топографически, ее видно по большому счету. Ее видно, вам легко ее найти, что в то же время облегчает работу с ней. Далее, помимо передней большеберцовой мышцы, у нас есть еще задняя большеберцовая мышца. Вот до этой мышцы добраться уже сложнее. Она как бы у нас находится между большеберцовой и малоберцовой костью. Она там спрятана под большеберцовой мышцей, ну и другими мышцами. Функция ее это подошвенное сгибание стопы. То есть это наоборот оттягивание носка. Оттягивание, то есть противоположное действие. Но эта мышца укрепляет медиальный свод стопы, что, скажем так, является достаточно важной частью опорно-двигательной функции ее. То есть это и амортизация стопы при ходьбе, и это также стабилизация голеностопного сустава. Да? То есть с этой мышцей, в принципе, задействуя ее даже косвенно в движениях, нет у нас возможности пробраться к ней напрямую, все равно она важна, и с ней надо работать. Далее, двигаемся дальше. Следующая мышца у нас находится на боковой наружной части голени. Это длинная малоберцовая мышца. Крупная мышца. Если посмотреть анатомически, так как она крепится сбоку, то фактически она стабилизирует наш голеностопный сустав. Но так как она крепится сбоку снаружи, а при патологическом таком спазмированном наступании на ногу у нас всегда есть риск подворота стопы наружу, велика вероятность травматизации ее сухожильной части, разрыва ее сухожильной части или надрыва. Поэтому здесь опять же мы можем вернуться к, возможно, необходимой фиксации голеностопного сустава в правильном положении при помощи ортезов, при помощи стоподержателей жестких, дабы не повредить эти мышцы. Функции этой мышцы: пронация и подошвенное сгибание стопы. Да? То есть опять же оттягиваем носок. За оттягивание носка мышц у нас больше, чем за тыльное сгибание, за тягу носка на себя. Поэтому здесь, видите, опять на наших весах значительно сильная разница, значительно сильный перевес в сторону вот этого патологического положения и развития разгибательных контрактур в голеностопном суставе. Но ничего, мы с вами это сейчас все будем знать и с этим научимся бороться даже на ранних этапах. Также есть еще короткая малоберцовая мышца. Она значительно, как следует из названия, короче и меньше предыдущей мышцы, но также идет через внешнюю боковую сторону голеностопного сустава. Также есть опасность ее травматизации при подвороте стопы, что, в принципе, надо учитывать всегда.
Это вот к тому, что я сказал ранее. Крупная, огромная мышца, трехглавая мышца голени, ее икроножная часть, латеральная и медиальные головки. Плюс у нее достаточно толстая сухожильная часть, вот переходящая в ахиллово сухожилие. Видите, да, насколько она мощная. И за счет этого, если она спазмирована, или если при неправильной реабилитации она перекачана, перитонизирована, то потом процесс разработки контрактуры в голеностопном суставе, а именно подошвенного вот этого разгибания, достаточно сложный. Достаточно сложный. То есть вверх у нас огромный, и вниз у нас точечка прикрепления по отношению с верхней частью небольшая, ахиллово сухожилие. То есть можно дернуть, можно оторвать, можно надорвать, можно травмировать. Соответственно, функция ее, как я уже почти сказал, это подошвенное сгибание стопы. Но и также она участвует в сгибании голени. Да? То есть мы возвращаемся к коленному суставу. И если посмотреть места ее прикрепления, то крепится она к верхней своей частью все-таки к кости. А мы уже поняли, да, вот этот механизм. Если у нас мышца располагается на нижнем отрезке, но верхняя ее часть крепится за верхнюю кость, то значит она участвует в движении сустава, который составляет эти две кости. В данном случае она точно так же принимает участие в сгибании ноги в коленном суставе. Но это ее, скажем так, косвенная функция. Поэтому, если вам кто-то скажет, что надо усиленно тренировать икроножную мышцу на разгибание в голеностопном суставе, то есть на подъем на носки, для того, чтобы у вас нога сгибалась в колене, отчасти этот специалист будет прав. Но риски, опять же, на чаше весов с точки зрения, успеет ли она поработать в плане сгибания ноги в коленном суставе, или раньше сформируется разгибательная контрактура в голеностопном суставе, здесь несовместимы. Поэтому ее надо брать в реабилитацию, но активно на нее наседать в плане упражнений, именно активных упражнений под нагрузкой нежелательно. Нежелательно, по крайней мере, на ранних порах, по крайней мере, пока нету хотя бы частичного тыльного сгибания в голеностопном суставе за счет передней большеберцовой мышцы. Итак, под ней, под икроножной мышцей у нас располагается третья головка трехглавой мышцы голени, это камбаловидная мышца. Мышца тоже большая, то есть вся вот эта трехглавая мышца голени, она в принципе крупная, сильная. Понятно, что это и как бы биомеханически обосновано, потому что толкательная функция при ходьбе и беге лежит на ней по большому счету. Также верхняя часть хорошее крепкое прилегание, часть переход в ахиллово сухожилие и, соответственно, точка по сравнению с верхней частью. Крепится она уже в районе все-таки костей голени. То есть мы можем сделать вывод, что она не участвует в сгибании голени, то есть в сгибании в коленном суставе. Ее прямая функция – это подошвенное сгибание стопы и стабилизация голени относительно стопы. Стабилизация голени относительно стопы. Работать с ней нужно так же, как и с икроножной мышцей. Особо сильно на нее все-таки не нападать в плане реабилитации. То есть такая косвенная работа. А
Теперь, смотрите, давайте мы с вами рассмотрим две очень интересные мышцы. Одна из них, вот давайте начнем с нее, подошвенная мышца. Как человек, который еще и преподает, могу сказать, что это для студентов, если меня смотрят. Ребят, очень часто этот вопрос задается на экзаменах по анатомии. Где располагается подошвенная мышца? Название ее сбивает с толку, и студент начинает искать не там, где нужно. Если вы, вот теперь вы видите, где она расположена, как она выглядит, и точно могу вам сказать, если вы на такой вопрос преподавателю с лету ответите, плюс балл сразу. Плюс балл сразу. Итак, подошвенная мышца. Подошвенная мышца хитрая, да? Брюшко наверху, область коленного сустава. Функция в некоторой степени помогает икроножной мышце при сгибании голени. Да? То есть так как мы видим, что ее крепление сверху над уже коленным суставом, то есть в области бедренной кости, то понятно, что да, она участвует в сгибании ноги в колени. А дальше пошло тонюсенькая сухожильная часть, которая, в принципе, также позволяет этой мышце участвовать в подошвенном сгибании стопы, в оттягивании носка. То есть, грубо говоря, в работе коленного сустава, в сгибании голени назад, и также эта мышца принимает участие. Это к вопросу о предыдущих видео, которые были посвящены мышцам бедра. Далее. И еще одна мышца, подколенная мышца. Подколенная мышца, она как бы идет так манжетой по большому счету с наружного на внутренний край, и, соответственно, опять же, также она косвенно участвует в сгибании ноги в колене. Она вращает голень внутрь, да, то есть здесь мы понимаем, что опять же у нас такое ближе к патологическому движению. Но в то же время она вращает бедро наружу при неподвижной большеберцовой кости, то есть когда нога фиксирована к полу. То есть и то движение имеет место быть, но при фиксации ноги к полу у нас, скажем так, двигательного объема меньше, чем при нефиксированной голени. Соответственно, вот это движение внутрь, вращение, оно у нас в прерогативе, и оно может быть патологическим, и также участвовать в формировании неправильного патологического движения. Поэтому с этой мышцей работать ой как надо. Вот. Соответственно, далее, какие мышцы у нас остались? У нас остались мышцы, которые уже фактически отвечают за движение пальцев, за такие вот мелкие движения в стопе, в подошвенной части стопы, поэтому их мы будем с вами рассматривать уже в следующем видео применительно к движениям пальцами, к состоянию стопы. А сейчас давайте с вами переходить на практическую часть нашего материала. Работа с мышцами голени, отвечающими за движение в голеностопном суставе. Как у нас уже в последние выпуски повелось, сначала поговорим о контрактурах и их профилактике. Как уже мы обсудили в теоретической части, задняя поверхность мышц голени достаточно мощная, достаточно сильная и достаточно часто подвержена как спазму,
так и развитию позиционных контрактур. Что такое позиционные контрактуры? Это когда длительное время конечность находится в вынужденном положении. Даже если у нас нет спазма на икроножной мышце, на икроножной камбаловидной мышце, то когда пациент лежит, чаще всего стопа имеет все-таки свой вес, и она потихоньку начинает отвисать вот в такое положение. При таком положении сухожилие икроножной и камбаловидной мышцы сокращается и фиксируется в этом положении, застывает. И когда вы пытаетесь уже растянуть стопу, сухожилие не поддается, не дает возможность вывести стопу на себя. Что делать, как не допустить этого положения? Ну, самое простое, это, если мы говорим о пациенте, который большую часть времени все-таки лежит, это класть человека так, чтобы у него был упор ногами в какую-то поверхность. Либо это спинка кровати, либо это стена, либо, если нет такой возможности, здесь можно использовать, опять же, как я уже говорил, дорационный сапог, можно использовать стоподержатель пластиковый жесткий, огромное количество ортезов на эту же тему, то есть для фиксации стопы в привычном, скажем так, правильном функциональном положении. Что касается разработки голеностопного сустава, то здесь мы можем говорить о, все-таки, опять же, пассивных движениях. Опять же, наша привычная уже лента, либо пояс любой, какой только можно использовать. Здесь мы, соответственно, фиксируем ленту на ноге. И из этого положения у нас уже выполняются пассивные движения в голеностопном суставе. То есть надо по максимуму растягивать и пальцы, и ахиллово сухожилие, икроножную камбаловидную мышцу. При вот таком положении позиционно у нас в тонус уходит передняя большеберцовая мышца. То есть это позиционный тонус, который тоже полезен для будущих активных движений. То есть это обязательно выполнять и от себя, и на себя. Но так как мы понимаем, что у нас мышцы задней поверхности, как правило, перевешивают в плане движений переднюю поверхность, мышцы передней поверхности, то здесь, конечно, особо тренировать подошвенное разгибание нежелательно. Оно, конечно, получается у многих. Это, как правило, вы знаете, то же самое, что с пальцами. У многих очень рано включается сжимание пальцев в кулак. Они говорят: о, это движение, и начинают его тренировать. Берут еще и экспандеры в руку, и вот этот патологический тонус развивают, а потом не могут разжать кулак. Здесь та же история. Если вы пассивно будете тянуть стопу на себя и активно отводить носок в подошвенное сгибание, то, соответственно, вы будете тренировать силу икроножной мышцы. А если там патологический тонус, то она будет укрепляться и, соответственно, будет усиливаться вот это порочное положение. Поэтому здесь стараться надо максимально держать расслабленную икроножную мышцу и максимально пытаться включать переднюю большеберцовую мышцу, когда вы тянете стопу на себя. То есть сначала пассивно, потом активно-пассивно, как угодно, но провоцировать именно вот это слабое движение, которое потом пригодится вам при ходьбе.
Какие варианты у нас еще возможны? Какие варианты у нас еще возможны? Ну, продолжим говорить пока о тугоподвижности. Пока о тугоподвижности в голеностопном суставе, то есть о подошвенном разгибании. Итак, одно из положений, которое я очень часто наблюдаю у своих пациентов, у наших пациентов, когда человек сидит, допустим, на стуле, на кровати, с ногами на полу. Что происходит? Человек садится, его здоровая нога стоит нормально, а вот больная нога у него, как правило, вот в таком положении. Либо, если он низко сидит, вообще вот так отвалено в сторону на внешний свод. Вот это категорически нельзя делать. Категорически. Потому что это как раз формирует вот совершенно неправильное, порочное положение и опасное положение. Потому что когда вы начнете вставать, когда вы будете пробовать ходить, мы получаем вот этот шаг, вот этот подворот и ту самую травматизацию, разрывы, надрывы мышц, которые крепятся на внешней части стопы. Да? То есть резкое сгибание, резкий подворот, травма и дальше ничего хорошего. Поэтому, когда вы сидите, друзья, не поленитесь либо рукой подтянуть ногу и поставить перпендикулярно полу, чтобы она стояла на всей стопе. Либо ногой, да, подтянуть и сдвинуть больше к наружу. То есть, если вы понимаете, что у вас стопа стремится вот сюда, на наружный свод, значит, двигайте ногу дальше, чтобы она полностью встала. Пусть она лучше подзавалится вовнутрь. Если мы имеем, давайте боком, если мы имеем уже вот это положение, что делать? Здесь по аналогии с разработкой мышц передней поверхности бедра. Только здесь мы садимся, нога перпендикулярно полу, а можно даже чуть в более острый угол ее увести. И либо надавливаем рукой, разрабатывая подвижность, либо кладем какой-то вес на колено. Но здесь вес должен быть уже более 2 килограмм, то есть от 5 килограмм. От 5 килограмм, чтобы потихонечку вот этот вес давил перпендикулярно вниз, тем самым опуская ногу, растягивая связки и сухожилия задней поверхности голени, в том числе ахилл. Когда у вас есть уже 90 градусов, то здесь, чтобы увеличить вот это тыльное сгибание, мы берем что-то, какое-то возвышение, ну, достаточно любой книжки, достаточно толстой, подкладываем под носок. Вот что у нас получается. У нас уже получается тыльное сгибание. Если у нас еще его недостаточно, нога стоит вот таким образом, да, то есть пятка не опускается, то здесь по той же схеме мы давим рукой, либо мы кладем вес в область нижней трети бедра, чтобы он давил и продавливал ногу вниз. Что касается движений, значит, здесь у нас несколько положений. Значит, при согнутой ноге под 90 градусов спровоцировать тыльное сгибание в голеностопном суставе, то есть носок на себя, ну, скажем так, неврологически и биомеханически достаточно сложно. Поэтому, если вы хотите поработать сидя над подъемом стопы, здесь надо, конечно, ногу разогнуть. При разогнутой ноге стопа чуть разогнется. Опять же, да, мы понимаем, чтобы бедро не было отвалено, чтобы нога не торчала в сторону. То есть мы подтягиваем бедро. Здесь мы можем взять тот же наш пояс, там, допустим, перехлестнуть его вот таким образом и подтянуть ногу до правильного
положение, чтобы она не убегала у нас в сторону. И из этого положения, не напрягая икроножную мышцу, мы пробуем натягивать голеностоп на себя, то есть перекатывать как бы через пятку стопу на себя. Вот это движение мы пробуем. Если этого движения нет, ну, скажем так, от слова совсем, то мы переходим на пассивную работу, разумеется. Опять же, положили, зафиксировали, либо пояс, либо лента, все что угодно. Удобнее лента, чем пояс, но если нет ленты, значит пояс. Та же история, нога чуть разогнута. Давайте боком. И здесь мы работаем уже пассивно, да, вот этот перекат мы отрабатываем пассивно. Плюс, друзья, стараемся чуть-чуть подтягивать вовнутрь. Чуть подтягивать вовнутрь. То есть у нас обычно стопа при патологических напряжениях, у нас при попытке согнуть стопу на себя, она цепляется внутренняя головка икроножной мышцы, которая сворачивает стопу внутрь. То есть вот такое движение получается. Нехорошо, неправильно. Поэтому здесь мы работаем от мизинца. От мизинца. То есть мы чуть-чуть стараемся поднять стопу и повернуть мизинцем наружу, то есть большим пальцем внутрь, вниз опустить. То есть вот такое движение, то есть вот сюда. Даже можно принудительно чуть-чуть стопу развернуть наружу и потянуть вот так мизинцем наверх. То есть больше сократится передняя большеберцовая мышца и, скажем так, эффект будет лучше. Помимо всего прочего, опять же, мы говорили это в видео в практической части по бедру. То есть здесь напрямую у нас вот этот рефлекс сгибания ноги в тазобедренном суставе и тыльного сгибания в голеностопном суставе, он здесь присутствует. Да, вот он. То есть здесь мы можем поработать даже стоя, вот из этого положения, держась за стеночку, за спинку стула, за все что угодно. То есть мы встали, зацепили и пробуем поднимать, да? Ну, либо плечом упираемся в стеночку, если у нас гемипарез и рука еще пока не работает. Плечом упираемся в стеночку, стоим на здоровой опорной ноге и пробуем поднимать ногу и тем самым подтягивая стопу вверх. То есть вот это движение. То есть можно также поработать с отставленной чуть назад ногой. То есть сначала чуть махнули ногой назад, уперлись в стеночку, и после этого вытягиваем ногу по дуге, как бы вперед-вверх. То есть вот шаг имитируем. То есть вот это движение делаем. Опять бросили ногу, оттянули назад и опять по дуге пошли за носок, тянем, вынос вперед и опять бросили. То есть такой утрированный шаг потом, соответственно, обязательно вас приведет к нормальному, правильному шагу. То есть вы будете шагать, уже выносить ногу вперед с поднятым носком. Это процесс не быстрый. У меня есть на канале видео, которые там отдельно по голеностопному суставу, там больше всевозможных манипуляций, процедур, массажа, стимуляция и прочее. Вы можете это все посмотреть, как бы составляя свою индивидуальную программу реабилитации. То есть фактически никто лучше вас ваше состояние, ваш организм не поймет. Сейчас у вас есть вот к пониманию вашего состояния еще и хорошая теоретическая база, которую вы можете наложить на свое состояние и, проанализировав вот эти две составляющих, собрать для себя достаточно эффективную программу по восстановлению движений. Если вдруг не получается, если вдруг возникают вопросы, пишите.
Если вопрос достаточно глобальный, у меня не всегда получается ответить, потому что там просто я не видел вас, я не видел вашей ситуации. Пожалуйста, пишите в WhatsApp, мы будем общаться в формате онлайн-консультаций и вместе с вами составлять вот эти программы, контролировать их и идти по пути выздоровления. На сегодня это все. У нас осталось из этой большой серии, у нас осталась стопа, мышцы. Стопы, которые отвечают за движение пальцев, ну и, разумеется, частично отвечают за движение в голеностопном суставе. И мы закрываем этот вопрос. Поэтому увидимся в следующем финальном видео. Те, кто не видел предыдущие видео, пожалуйста, плейлист готов по всем частям. Отдельно видео все идут в хронологическом порядке. Просматривайте, пишите, задавайте вопросы. Подписывайтесь на социальные сети. Если нужны консультации, пишите мне в WhatsApp. И увидимся в следующем видео. Сегодня это все. Всего доброго и будьте здоровы!